Можно ли смешивать натуральные рационы и фабричные? Такие вопросы задают часто владельцы животных. Давайте разберем с самого начала. Фабричные рационы специально разработаны и строго посчитаны для каждого конкретного вида животных и на каждую конкретную категорию. Поэтому достигается максимально приближенное условие для формирования оптимального развития. И если мы добавляем какой-то дополнительный компонент, то очень часто мы нарушаем сбалансированность этих рационов. Существует несколько категорий, при которых возможно применение параллельно, допустим, дополнительных белковых компонентов. Это для животных, находящихся на строгих диетах, но требующих более широкий спектр аминокислот. Допустим, животные, находящиеся на периоде восстановления, или онкологические животные. Тогда возможно расширять спектр их белковой составляющей дополнительно к рациону какими-то белковыми компонентами мяса, творога. Но чаще всего дополнительное кормление может обеспечить несбалансированность рациона и нередко провоцировать пищевые непереносимости. Допустимо кормление животных кормами одного и того же производителя, одной и той же линейки, которые имеют и сухую, и влажную форму. Это считается сбалансированным составом рациона, потому что обеспечивает достаточным количеством влаги с использованием влажных кормов и концентратами нутриентов при использовании сухих. К сожалению, многие владельцы испытывают некоторую финансовую нагрузку при использовании влажного кормления, потому что стоят они гораздо дороже. В этих условиях это можно компенсировать дополнительным введением жидкости, либо добавлением его уже к сухому корму. Если речь идет о совмещении рационов разных линеек или разных производителей, то в этом случае мы имеем угрозу развития либо передозировки каких-либо компонентов, которые не учитываются производителем, либо возможный недостаток, так как рационы одной линейки обычно высчитываются и строго контролируются. Нередко владельцы стараются разнообразить рацион своих питомцев, желая обеспечить их большим количеством дополнительных полезных компонентов. К сожалению, это очень серьезное заблуждение с той точки зрения, что считается полезным рацион, состоящий с оптимальным набором нужных компонентов, то есть для данного конкретного животного в данный период развития. И если мы используем дополнительное введение разных источников белка, то возникает угроза развития так называемой пищевой непереносимости. Плюс мы можем столкнуться с проблемой, связанной с поведенческими нарушениями, то есть животное будет ждать все больше и больше различных разнообразных компонентов рациона, и это, естественно, не улучшает настроение владельца, потому что приходится искать все больше новых кормов.